Друзья, всем привет! Это Саша Сова, преподаватель вокала! Я прошу прощения опять за долгое отсутствие, потому что я последнее время снимаю по каким-то своим ощущениям ментальным. То есть вот мне хочется, у меня есть силы, я снимаю, силы нет, как-то грустно и так далее. Я не снимаю, не стараюсь себя не заставлять. Но тем не менее, поступил мне один вопрос, очень такой интересный и насущный, касающийся расщепления, который мне задавала в течение какого-то времени большое количество человек, и на курсах ученики, а у меня есть курсы. Ребята, небольшое прямое включение. Хочу вам сказать, что сейчас проводится продажа записей моих мастер-классов, которые недавно прошли 1 и 2 октября. Один по расщеплению для новичков, один по расщеплению для продвинутых, где мы соединяли всякие классные приемы. Если вы давно мечтали посмотреть, узнать, может быть, научиться расщеплению, пожалуйста, переходите по ссылке в описании к этому видео. На курсах ученики часто задают такой вопрос, и я решила, что почему бы не вынести этот вопрос на общее обсуждение, послушать, что вы об этом думаете, вот, и сделать по этому поводу видео. Мне кажется, как-то пусто у нас на столе сегодня. Пускай со мной сегодня ведут видео мои подружки из Blackpink. Они как раз в таком турецком стиле здесь. И Джису, моя любовь. Конечно, к экстрим-вокалу никакого отношения не имеют. Давайте закроем Джису, нашу розетку. Отлично, супер, прекрасно. Ну что, девочки, вы готовы говорить о расщеплении? Мы готовы! Просто видео называется «Саша и Сашина расстройство личности». Итак, друзья, прежде чем мы начнем это видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, ставьте лайки, бахайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А желательно, если вы смотрите из Российской Федерации, смотреть через VPN, чтобы мне хоть какая-то монетизация шла. Было бы очень хорошо, потому что, как вы знаете, сейчас ее практически нет. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там очень много интересного, и все оповещения о курсах, обучениях, уроках, в том числе каком-то бесплатном обучении, все обычно там. И вы запасайтесь, пожалуйста, каким-нибудь хорошим горячим напитком в этот холодный день. Итак, друзья, в чем проблема и какой вопрос мне постоянно задают? Этот вопрос может звучать по-разному, но несет он в себе один и тот же посыл. В чем разница между звуками расщепления? В чем разница между харшем, гроулом, драйвом и все такое? Вопрос на самом деле очень понятный, да, очень насущный. Почему? Потому что среди преподавателей вокала во всем мире нет единой библиотеки названий звуков. Есть, конечно, некоторые школы типа CVT, которые дают названия всяким звукам. Есть еще какие-то другие школы, которые придумывают свои. Я, как не очень хороший маркетолог, который не придумывает никаких названий, более того, меня эти названия слегка вымораживают иногда. Но я, может быть, плохой маркетолог, но хороший преподаватель. Готова вам объяснить со своей точки зрения и больше с точки зрения физиологии, анатомии, как это происходит и на какие классы можно разделить расщепление. На самом деле, я уже вам об этом говорила, но мне кажется, что почему бы не повторить. Итак, все спрашивают, чем отличается расщепление от дисторшена. Ничем, друзья, это просто разные языки. И вообще, я бы назвала расщепление / дисторшн как некий один большой... Я, кстати, не знаю, что более главное, класс или вид? Я вот не помню из уроков биологии, что важнее, класс или вид, но, в общем, то, что важнее, то, что более общее, не важнее, а то, что более обобщенный общий термин, это расщепление или дисторшн. Просто расщепление это больше по-славянски, по-русски, как вот нам ближе. Дисторшн это уже такое общемировое слово, ну, естественно, английское. И оба эти слова означают, что мы даем какой-то эффект перегруза, потому что дисторшн мы можем с вами взять из какой-то гитарной терминологии и так далее, где дисторшн — это эффект, накладывающийся на какой-то звук. Это также эффект дисторшна можно наложить на голос, когда вы записываете вокал, в общем, на что угодно. Эффект какого-то перегруза, что-то сверх чего-то, что у нас уже есть. И далее, только потом, эти звуки уже объединенные мы начинаем делить по каким-то критериям. Я бы разделила эти звуки на следующие группы. Группа расщеплений, основанная на продувной технике. Сейчас объясню. На продувной технике выполнения. И группа расщеплений, основанная на технике сужения. Если вы никогда не смотрели мои видео про расщепление, пожалуйста, посмотрите, я там довольно подробно рассказываю о сужении, о продувании и так далее. Это два очень разных способа того, как извлекать какой-то перегруженный звук. То есть, допустим, продувная техника — это когда все эту технику называют олдскульной, когда мы просто на больших оборотах воздуха и звука
делаем что-то такое. Гроулим, скримим, вот как-то таким образом. Техника, сделанная на сужении, это уже более обширный диапазон звуков, которые более вариативны, которые более подвижны, которые могут перетекать один из другого. То есть на вот этой продувной технике мы мало что можем сделать. Если мы с вами обратимся даже просто к визуальной составляющей того, как это выглядит, просто если мы будем сверху смотреть на гортань, в данном случае мою, как будет выглядеть продувная техника? Она будет выглядеть вот так. Все колеблется, все как-то вот так вот, все непонятно выглядит, все вместе до кучи работает. Это не то чтобы опасная техника, эта техника просто старая. Про нее, конечно, из разных источников, от разных преподавателей вы можете слышать, что это супер опасная техника, которая убьет ваш голос. Нет, она не убьет ваш голос, если вы следуете правилам физики, нежели чем каким-то правилам выполнения данной техники, что здесь нужно в некоторых моментах сдерживать слишком сильный поток воздуха, сдерживать с некоторыми помощниками, да, физическими, то есть там с помощью тела и так далее. Ничего страшного не будет, если вы поете этой техникой, если есть нормальные условия ее выполнения, связанные с законами физики. То же самое здесь. На самом деле техника сужения, она в своем, скажем так, финальном, уже хорошо получающемся ключе, да, она безопасна и прекрасна, но пока вы учитесь, вы можете очень неплохо позаезжать вообще не в те места, и вот эта вот вся история, что расщепление это абсолютно не больно, абсолютно безопасно, это действительно уже в идеальном варианте абсолютно не больно и абсолютно безопасно, но вы можете в процессе обучения сталкиваться со странными ощущениями, это факт. Не может быть такого, что вы вот сразу взяли и нашли нужные сужения, нужные мышцы, слизистые, хоба, хрящи там сошлись, вот так звезды добавили, и все, у вас все сразу получилось. No, такого не бывает, вы будете чувствовать что-то. То есть и в той технике могут быть странные ощущения, и могут быть, какие-то ощущения работы не очень приятные. Тем не менее, это даже в чистом звуке может быть. Вы даже визуально видите, что они выглядят по-разному. И да, вот этот класс, который у нас на сужении, это у нас с вами и драйв, это у нас с вами и скрим, это у нас с вами харш, если хотите, если вы знаете такой термин. Это у нас с вами все, что делается с хорошей слышимостью чистой ноты, плюс какой-то дисторшн. То есть вот возьмите, например, не знаю, вокалиста группы Nickelback, у которого такой очень часто приятный такой песочек, да, приятный дисторшн, и, например, вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Скажете, в чем схожесть? Это же абсолютно по-разному. Да, это абсолютно по-разному, но техника выполнения этих приемов, основанная на сужении, значит, что просто техника этих приемов основана на сужении. Сейчас объясню, на сужении чего. Если вы смотрели мои предыдущие видео про расщепление, вы могли слышать, что я говорю про сужение преддверия гортани, про повышение гортани, про сближение структур надгортанных, да, я тоже видео прикреплю. Когда мы с вами занимаемся вот этими суженными техниками, мы с вами используем смыкание голосовых складок плюс участие надгортанных структур. Чтобы эти структуры сблизить, нам нужно уметь владеть гортанью, да, то есть чтобы по нашему, скажем так, хотению она пошла вниз, пошла вверх, пошла куда угодно, вот, в том числе и нахер периодически. Но обычно она нас посылает, как бы не мы ее, как бы вот такое. Соответственно, у нас сужаются к друг другу, приближаются просто вот эти все надгортанные структуры, типа там хрящики, ложные складки, черпалогортанные складки, еще какое-то мясо сверху, которое констрикторы и прочее, все, что у нас там вот лежит по бокам, потому что голосовые складки, у нас их две. Это две таких ткани, которые колеблются, да, друг к дружке разным способом. Они тянутся, они утолщаются, утончаются и так далее. Соответственно, вокруг этих связочек есть еще какое-то мясо и с одной, и с другой стороны. Ткани, какие-то структуры, разные по плотности, материалу, да, если можно так сказать. И это все работает в теме сближения. То есть как вообще получается эффект расщепления? Нота ваша чистая, она есть что в Nickelback, у Nickelback, что у Linkin Park. Просто количество работы вот этих вот надгортанных структур в случае Nickelback, там работает на 5%, а в случае Linkin Park на 50%. Например, настолько сильнее работа именно надгортанных структур, которые притягиваются и создают эффект расщепления, то есть создают преломление. Соответственно, там у нас голосовую
щель становится практически не видно, если смотреть сверху на гортань. И получается, что вот эта конфигурация дает вот такое искажение звука. Струйка воздуха становится совершенно маленькая, и вот дырочка, из которой она выходит, становится супер узкой и маленькой, да, и вот здесь вот наши ощущения тоже становятся довольно... Мы можем сказать, что у нас происходит некоторое сужение, сближение структур и так далее. Соответственно, здесь с точки зрения драйв, скрим, гроул на сужении в том числе, харш, не знаю, что там еще, даже ретл можно сюда отнести, несмотря на то, что ретл чуть-чуть по-другому делается, он все равно делается на сужении. Вот эта вся история, где вы четко слышите чистую ноту. И, смотрите, иногда бывает вокалисты, где кажется, что чистой ноты нет. Опять же, тот же Честер, тот же, не знаю, любые металкорные группы. Там есть чистая нота. Там она четко есть в том плане, что ее может быть не слышно в привычном варианте. Architects, например, говорит, как же так он кричит, там что-то непонятное. Там все понятно, там есть нота, просто сила перегруза очень разная. То есть, если брать вот эту всю историю с Metallica, опять же, Nickelback, Linkin Park, Alexandria, боже мой, не знаю, Slot, кто угодно из плюс-минус там продвинутых артистов, они все используют технику сужения с разной степенью сужения. Правильно, понятно? Правильно. Что касается этой техники, с этой техники продувания обычно начинают начинашки, то есть только пробующие себя экстрим-вокалисты, и кому-то удается удачненько как-то что-то так сделать, если самоучка, что вы перелетаете вот в эту технику, она действительно более эффектная, да, то есть особенно на записи. Вживую по-разному, а на записи она действительно, ее больше любят вот динамики, микрофоны, больше любят вот эту технику, ну, на мой вкус. Что касается продувных техник, здесь мы слишком сильно далеко не уедем, как раз-таки из-за ограниченности работы структур. Они могут просто болтаться, они могут просто вот быть вот такими вот и все. То есть тут мало что можно, какие конфигурации с ними построить, но некоторые умельцы умудряются частично соединить вот эту технику и эту, сужение и расширение, можно сказать, да, сужение и продувание. Это хорошо любят, очень много используют ребята, которые любят гроулить. В скриме такое уже хуже получается, да, кто любит гроулить, кто любит вот какие-то такие низкие глубокие звуки, они там берут, делают вот этот продув, плюс наклоняют надгортанник, а наклон надгортанника все-таки я отношу к сужению, но тем не менее, это вот когда вы ретл делаете, язык заталкиваете назад, у вас получается такой немножечко сдавленный звук, и вот этот звук вы соединяете с там вот таким образом. Когда вы одновременно и сузили, да, наклонили надгортанник, и продули, но вы не сузили надгортанные структуры, кроме надгортанника самого, да, то есть вы запихнули просто его назад языком, и все. А вот эти структуры остаются нетронутые. То есть, смотрите, какая здесь история. Вот, допустим, я вам показываю сейчас, как работает суженная техника. А вот, условно, вы поете ноту. Она у вас чистая. Вы добавили чуть-чуть подъема гортани, чуть-чуть сужения, чуть-чуть у вас включились ложные складочки, да, я даже вам, скорее всего, прикреплю, как это выглядит, и вы видите, что голосовые связки еще видно, но ложные связки уже хорошо начинают вибрировать, уже хорошо начинают колебаться, и это вы даете, ну, драйв, харш, как хотите, так и называйте. Еще немножечко. I love you! То есть уже не I love you, fuck you! И прочее, да, уже посильнее, но техника та же самая, вы просто чуть-чуть напрягаете структуры больше. Дальше, хочу вообще адский скрим. Я сейчас ноту повысила чуть-чуть, да, чтобы комфортнее было мне лично скримить. И техника та же, я просто беру и сужаю. И, соответственно, что я могу дальше сделать? Раз, задеваю драйв. Обратно могу
легко туда-сюда ходить, и все будет окей, да, то есть потому что эти техники драйва, харша, да это же ретл, скрим, вот эта вся подруга, друзья, вот эти вот все друзья-подруги, они все братья, они все родственники по выполнению, да, то есть они все из одного теста, из одних и тех же структур, плюс-минус, просто с разной силой мы их притягиваем. Здесь другая история. Здесь, как вы видите, все немножечко по-другому и работает в другом ключе. Плюс вот здесь большой расход дыхания, здесь крайне маленький расход дыхания. Допустим, если у вас какая-то происходит длинная нота, любят очень экстрим-вокалисты вот это орат 20 секунд, типа как, например, в песне Given Up группы Linkin Park. А повтори, а вот у меня не хватает сил, на-на-на. Тут на самом деле просто выносливость, у меня получается эту ноту повторить. Опять же, не в рамках, вот вживую, именно на концерте, отплясав там, допустим, перед этим 5 песен и потом спеть ее, я не знаю, я смогу или нет, потому что я давно не выступала, но именно вот сесть вот сейчас в комнате спеть, я это могу сделать, не будучи ушатанной перед этим, ушатанной в плане дыхания там и так далее, да, уставшей. Это не так сложно сделать, здесь крайне маленький расход энергии, расход воздуха, и он настолько маленький, что в какой-то момент может даже закружится голова, потому что, блин, хочется уже выпустить этот воздух, давление растет, потому что мы не выдыхаем. И нас заставляет выдохнуть просто вот это ощущение накопленного сопротивления, накопленного, да, что вот мы сейчас взорвемся, да, не потому что мы дальше не можем тянуть, а потому что уже все, ну отпусти, да, уже все болит. И вот эти ноты на суженной технике, поскольку воздух уходит, практически не уходит, вы сами видите, какая пипка остается здесь, видимая голосовая щель какая, что от нее остается, короче, да, ничего. Мы можем вот эти вот приемы суперэффектные тянуть ноту по 20-30 секунд, и ничего нам за это не будет. Здесь 5 секунд от силы максимум. Окей, ну 7. Все время приходится это как-то чем-то компенсировать, здесь вы выдуваете практически сразу все. Окей, если вы там чуть-чуть наклоните надгортанник, да, вы там, допустим, увеличите еще на пару секунд вашу ноту, но все. Расход воздуха крайне сильный. И вот это то, на что бы я делила, в принципе, все виды расщеплений. Вот давайте еще раз повторим, что есть расщепление дисторшн, есть продувная техника, есть суженная техника. И вот здесь все, что вы обычно любите, это на вот этом. Вот здесь это кто любит вот погроулить, кто old school любит, старая мономарх, там вот это вот все. Добрый вечер, да, вот это вот вся история. Либо даже вот порой какие-то, знаете, я, конечно, говорю, что это old school, но очень многие этим до сих пор пользуются. По-моему, даже у Slaughter to Prevail, у вокалиста Slaughter to Prevail тоже периодически такое возникает. То есть там есть разные конфигурации у него, и такое периодически возникают. У некоторых это звучит действительно круто. И ориентироваться только на вот сейчас так модно вот так вот петь, и вот так вот я не буду, потому что так не модно или так некрасиво. Нет, надо смотреть по обстоятельствам. Если вы умеете и так, супер, выбирайте, у вас всегда есть выбор. Ориентироваться только на веяния какие-то, да, наверное, не стоит. Нужно ориентироваться на собственные ощущения, удобно вам, неудобно вам, комфортно так петь, некомфортно. Подходит ли это в первую очередь под музыку, да, которую вы поете? Подходит ли это под аранжировки и все такое, под ситуацию? Вот на это надо смотреть. У некоторых гениально звучат вообще вот эти вот низа, супер персик, да, у кого-то худо они звучат, у кого-то надо больше развиваться вот в эту сторону, да, то есть высоким, высокоголосым вообще вот здесь вот будет очень комфортно. Поэтому, на самом деле, желательно бы все изучить, но как бы потом все в итоге почему-то, я так наблюдаю, очень многие приходят сюда. Но здесь тоже бывает хорошо. Поэтому не запаривайтесь насчет вот этих вот названий. Я понимаю, что названия, они дают какой-то якорь, типа вот это я сделал харш, вот это я сделал драйв, вот это и там еще какой-то грант, вот это вот все гроулы и прочее. Да, я просто это все в комплексе называю расщепление, дисторшены и так далее, и да, якорь нужен иногда для объяснений каких-то, но в целом эти якори, они дают больше эстетическое объяснение, поверхностное, аудиальное, нежели чем реально физиологическое, да, такое описание, что там на самом деле происходит. Поэтому называйте это как хотите, просто имейте в виду, что все, что основано на вот такой вот технике сужения, это все вот плюс-минус одно и то же. Я
Я очень сильно путалась, когда я училась, начала только свой путь в экстрим-вокал. Я очень путалась, что мне говорили, нельзя ловить вот этот драйвовый звук, это какой-то не тот звук. И только когда до меня дошло, что нельзя его не ловить, нельзя перескакивать его. Это часть, это вот эта та жирная часть экстрим-вокала, да, которая дает яркость, громкость. Нельзя не включать ложные складки. Просто раньше у всех вот это было ощущение, что ложные складки — это то, скажем так, то место, которое дает вот этот вот звук. Конечно, оно добавляется, естественно, ложные складки, они работают в этот момент, но чтобы уже прийти именно в экстрим-вокал, там помимо ложных складок, они, во-первых, должны колебаться с определенной силой, да, стягиваться друг к дружке, и плюс еще по бокам вытягивать всякие разные там структуры. Сказать, что в чистом виде это ложные складки, нет, не сказать. То есть как только вы даете чистый звук, подгружаете его, постепенно вот эту пирамидку складываете, да, там чистый звук, ложные складки, хрящики, все до кучи, там вот это, тем жирнее у вас экстрим. А когда вы пользуетесь, вот экстрим делается только ложными связками, а не голосовыми, я очень часто слышу этот комментарий, очень пишу, часто мне его пишут, я очень всегда улыбаюсь, потому что без участия голосовых складок вы не сделаете ни один нормально по-человечески вид экстрим-вокала. Если только может быть какой-то супер низкий гутуральный, где уже очень трудно там вот это вот там все делать, может быть, там где-то уже и исчезает смыкание нормальных голосовых складок, но не в случае там с какими-то крикливыми видами экстрим-вокала. А как, простите, вы дадите громкость? Когда люди изучают вот эту суженную технику, они думают, что чем сильнее я сдавлю, тем лучше у меня получится экстрим-вокал. Но это ошибочно, потому что чем громче вы дадите ноту, тем сильнее у вас будет экстрим-вокал. Чем громче вы дадите основу, вы можете тихо дать. Wow! I love you! 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 А можете громко дать, да? И тут разница именно в работе голосовых связок. Здесь то же самое. Да? Просто здесь работа голосовых связок всегда, в принципе, довольно сильная, да, то есть именно смыкание довольно сильное, плюс там еще все продувается, пробалтывается. То есть не путайтесь, друзья, постарайтесь на слух различить, на чем основана эта техника, попытайтесь воспроизвести. Чаще всего все техники, которые вам нравятся, они основаны на сужении. Гроулы, там надо разбираться, а вот какие-то вот стрим-вокалы, как у Тейлор Момсон, как у Марии Брин, как у Честера, как у Оливера, как у вообще всех, это все вот сюда, вот тут вся вот эта история. Кстати, не зря я так интуитивно, значит, тут 4 дамочки, тут одна, потому что в целом, да, тут много опций, тут одна опция практически всегда. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, бахайте колокольчики, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите под этим видео, что бы вы хотели еще узнать о вокале, о расщеплении, я вам обязательно расскажу. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал и до скорой встречи!